Так. Так. Мгм. Так, еще техническая часть. Еще я ничего не вижу. Где чего тут есть? Так, где тут у нас поделиться? Так, поделиться. Ага. Что за гадость, а? Вот только что было все хорошо. Только что было все замечательно. Только что все тестировали, было нормальное качество. Как надо переходить к нормальному, так, значит, сразу качество падает. Так, ну ладно. Вот-вот, висну, зависаю. Так, нет, у меня не зависаю. Так, звук вырубил. Отлично. Так, вопросы. Давайте, значит, так, начнем с чего? Начнем, значит, с новостей, которые у нас, собственно, идут последние. Вот смотрите, рассказывают о том, что в Свердловской области увольняются врачи. Ну, да, звонил туда, разговаривал с медиками там, да, увольняются. Да, все подтверждается. Условия работы, оплата и так далее. Дешевле просто не работать или дешевле устроиться куда-то еще. Значит, вместо врачей, тех хирургов, которые были, набираются, как это говорится, наши бывшие соотечественники, значит, из дружественных к нам стран СНГ. Вот. Да, они приходят с дипломами о высшем образовании, но при этом, да, русский язык знают очень плохо. Как они получали этот диплом, если даже там с русским языком проблема, я не знаю. Но факт остается фактом. Значит, пару лет тому назад я писал о том, что нашей медицине осталось лет 6, максимум 8. На сегодняшний день осталось 4, максимум 6 лет. Поэтому, ребята, напоминаю вам об одной простой вещи. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Вот. Если вы хотите быть здоровыми, пожалуйста, берите свое здоровье в собственные руки. Ходите в библиотеки, берите книжки, берите учебники, желательно те, которые еще советских времен, которые еще не выкинули. Изучайте все это хозяйство. Это уже лучше, чем совсем ничего. Вот. Потому что, еще раз, через 4, максимум 6 лет, если в этой стране не поменяется государство на, скажем так, нам более знакомое и более привычное, социально направленное, то, ну, пишут, библиотеки закрыли. Ищите, которые еще не закрыли. Ищите в других городах, может быть. Вот. Сейчас вот это вот все, что происходит, извините, вынужден немножко отвлечься на политику, потому что это наша с вами жизнь. Сейчас вот эти вот все реформы, они направлены на уничтожение населения. Банально. То есть те планы, которые озвучивала в свое время Маргарет Тэтчер, о том, что России, видите ли, требуется всего порядка там 200 тысяч человек для обслуживания нефтяных газовых скважин и нефтепроводов, вот, он
вот эти вот высказывания, вот эти планы сейчас активно притворяются в жизнь. Значит, наравне с пенсионной реформой сейчас вводится новая по сокращению рабочей недели, но чудес не бывает, никто вам за меньшее количество рабочего времени платить прежние деньги не будет. Это значит, что вы будете просто-напросто впахивать не по 8, а по 10 часов. Вот. Всего-навсего. И по трудовому законодательству будет замечательно. У вас будет рабочая неделя, определенное количество часов. Единственное, что 10 часов в день работать нереально, невозможно. Это работа, это на износ организма. Вот. До пенсии вообще никто не будет доживать. Смертность сейчас у нас и так, по некоторым подсчетам, если убрать всех вот этих вот гастарбайтеров, которые приезжают, да, которых регистрируют в том числе как прирост населения, то на самом деле убыль населения в стране порядка 400 тысяч, 500 тысяч в год. Считайте сами, 146 миллионов давно в стране уже нет. На сегодняшний день в стране 139 миллионов человек, если не меньше. Вот. Сокращение идет опережающими темпами. Вот. И нас с вами замещают трудолюбивыми, что называется, соотечественниками. Да. Таким вот образом. Ладно. Переходим. Так, я с Ижевска. Переходим обратно к теме стрима. Так. Как сделать? Ага, вот так. Чуть-чуть повернул. Вот так. Чуть-чуть повернул. Замечательно. Замечательно. Так. Где у меня были вопросы? Как относитесь к растительным ядам для лечения онкологии? Так, ну, в принципе, положительно. Еще раз, все есть яд, все есть лекарство, все дело в дозе. Вопрос только в том, как все это хозяйство правильно использовать. И момент такой, что да, достаточно много различных ядовитых растений при онкологии не помогают. Вот есть при онкологии помогает молочай палласа, он же молочай Фишера, он же мужик-корень. Вот. Все остальное, ну да, там настойка цикуты, да. Говорят, помогает. Точно так же говорят, помогает при онкологии еще и настойка мухомора. Вот. Но я, в общем, не пробовал, поэтому ничего конкретно сказать не могу. Так, почему стоматологи не берут мазки с зубов на предмет вредных бактерий? Есть полезные стриптококи, вредные мутанты, наверное. Им легче удалять зубы, чем заселять полезным штаммом. Так, это я в прошлом видео рассказывал. Так, правда, что старый кефир полезнее, если еще алкогольный перебродивший. Так, Витек Иванович, вам следует немножко поучиться в школе или хотя бы эту школу закончить в полном объеме, потому что, значит, любая брага заканчивается уксусом. Вот есть такой вопрос, знаете ли, у химиков шутливый. Может ли спирт испортиться, скиснуть? Может. Спирт превращается в уксус. Любая брага, если за ней не следить, если не поддерживать там жизнедеятельность дрожжей, превращается в уксус. Потому что продукт жизнедеятельности дрожжей является продуктом питания для уксусно-кислых бактерий. Поэтому, значит, старый кефир норовит, если туда не добавлять сахар, конечно. А сахара там немного, там буквально молочный сахар и все. Вот. После того, как дрожжи сожрут, все, что они условно выработали, весь спирт будет сожран уксусно-кислыми бактериями, и вы получите, скорее всего, молочную кислоту, вот, плюс уксусную кислоту. Уксусной будет значительно больше. Все. Получите молочный уксус. Так.
Можно ли в воспаленные зараженные участки кожи вводить тиосульфат натрия? Ну, в принципе, он для этого и предназначен, да. В том числе различные нарывы им промывают, вот, и так далее. Мало вводить, надо же обеспечить еще и отток всего этого хозяйства. Так, раны тиосульфатом натрия. Да, загноившиеся раны тиосульфатом натрия обрабатывают. Точно так же можно обработать тиосульфатом, можно обработать, ну там много чем, включая перец. Так, это уже по месту надо смотреть. Так, насчет курения. А как же курящие беременные? Так, а давайте вот теперь, а как же курящие дети, а как курящие бабушки, а как курящие, значит, и так далее. Я говорил в первую очередь про здоровое взрослое мужское население. Вот исходя из этого. Все. Исходя из этого. Значит, соответственно, значит, если мамка, когда она беременная, бухает, рождается ребенок урод. Если она принимает наркотики, рождается ребенок урод, мало того, еще и наркоман. Если мамка, соответственно, курит, вот, то есть является активным или пассивным курильщиком, ребенок рождается обычно, ничего с ним не происходит. Тому примером поколение 40-х, 50-х годов. Тогда было принято, например, вообще курить в помещении, спокойно на кухне и так далее и тому подобное. Ничего, что-то нормальные все выросли. В космос даже запускались и запускали. Так, но естественно, все-таки беременной курить, ну, нежелательно. Лишнее, так сказать, лишний углекислый газ, угарный газ ей не нужен. Так. Опыт герудотерапии. Есть опыт иглорефлексотерапии. Есть опыт иглорефлексотерапии. Значит, с этим хозяйством я столкнулся сейчас скажу, в самом конце 80-х годов, значит, до 90-го года. Тогда я ходил в наш госпиталь для того, чтобы попробовать каким-то образом восстановить зрение и так далее. Ходил на много сеансов, мне там куда только это хозяйство не втыкали, иглы серебряные, настоящие и так далее. Врач проходила обучение, ездила в Москву, ездила, значит, в Китай, да, тогда. Вот. В конечном итоге, вот, мы с ней разговорились, она сказала, что да, это все ерунда, блин, вообще ничего не работает. Да, вот всему, чему ее учили, на самом деле ничего не работает. Вот из этой иглорефлексотерапии. Вот. А то, что там иногда где-то как-то происходит восстановление нервных окончаний, она вообще списывает на отдельные вещи, на естественное восстановление, значит, нервных волокон, собственно, все. Вот. Так, как лечится кандида у детей 5-6 лет? Блин. Где кандидоз находится? Это тема для... Вообще я детьми, ребят, не занимаюсь. Потому что их родители обычно слышат не то, что я говорю, а то, что они хотят слышать или то, что они привыкли слышать. Так, можно ли смешивать йод с магазинным пастеризованным молоком? Можно. Это будет, опять же, молоко должно быть молоком, а не китайской подделкой. Так, скажите, пожалуйста, как можно убрать вдовий горб? Что это такое? Блин, я такого не знаю, честное слово. Так, какие лучше добавки витамины принимать при беременности? Блин, при беременности, ребята, лучше никаких добавок, витаминов, вот так вот, ну, кроме, может быть, фолиевой кислоты, не принимать. Потому что есть риск, что у вас будет какой-нибудь перекос в сторону какого-нибудь витамина, и ребеночек родится, у него будет повышенная потребность именно в этом витамине. Понятно, да? Поэтому при беременности лучше придерживаться нормального питания
полного питания с мясом, с чесноком, с луком, с зеленью, с острыми вещами и так далее и тому подобное. Лимон тоже можно, даже во время кормления. Молоко от него не скисает. Это какой-то идиот придумал. Так, дальше. Полипы в носу небольшие, нужно удалять, у врачей мнения расходятся. Ну, вот если у врачей, которые там возле вас, и у них мнения расходятся, вот, то у меня вообще не может быть мнения, потому что я вас вообще не видел, не смотрел и так далее. Это лучше к ним. Ребят, все-таки я не врач. Конечно, по итогам стрима, да, можно мне фактически выдавать медицинский диплом. Вот, в высшем медицинском образовании экзамен фактически сдал. Вот, но все-таки, ребят, я не врач, давайте это иметь в виду. Так, сейчас мода на полую землю, внутри которой мы живем. Сейчас мода на татуировки, на штаны, на драные штаны с дырками, на отсутствие носков и на все остальные, значит, маргинальные вещи. Вот, полая земля это примерно оттуда же, когда, ну, нам астрономию еще преподавали. У меня еще как-то есть целостная картина мира в голове. Я как-то еще интересовался там Жюль Верном, Марком Твеном, там, Беляевым и так далее. Вот. Нынешнее поколение ничем не интересуется. Поэтому возникают такие глупости. Так, что вы можете сказать о каннабисе? Ну, блин, ребят, как вы не называете, да, вот это вот хозяйство? Либо вы используете, значит, коноплю в качестве сельскохозяйственного растения кормового, например, раз. И вы можете использовать оттуда, например, волокна для изготовления бумаги, да. Вот. Но для этого нужно нормальное, здоровое общество, где не бегают наркоманы с выпученными глазами. Вот. Либо, соответственно, вы норовите использовать те сорта травы, которые наркосодержащие. Вот. Вот, соответственно, я категорически против, потому что что такое наркомания, блин, я видел. Вот. И так далее. Так, борщевик используется в медицине? Насколько мне известно, нет. Так, борщевик должен был использоваться в сельском хозяйстве как кормовое растение для животных. Так, в чем может быть причина такого заболевания, как гипергидроз, повышенная потливость всего тела? Все, вот на этот вопрос отвечаю, и все. Можно мне сразу получать диплом, да, о высшем медицинском. Потливость всего тела может вызываться кучей разных причин, начиная, значит, от наличия ленточных глистов и заканчивая индивидуальными особенностями. Соответственно, сюда же надо включать в этот перечень проблемы с терморегуляцией тела раз, проблемы с солевым составом крови 2, проблемы с нервной или эндокринной системой 3, вот, ну и все остальное там, что помельче, вот. Тем более, как говорится, сложно делать аборт по телефону, вот, у меня отсюда все это хозяйство не видно, что у вас, почему, я сказать не могу. Так, поехали по вопросам свежим. Так, да, всем добрый день, все здравствуйте. Так, у меня кашель полгода, аллергия, поставили астму, чем лечить? Детоксикация, дегельминтизация в первую очередь. Вот. А в самую первую очередь это воды побольше пить, кипяченой. Так, про астму я уже рассказывал. В первую очередь вызывается гельминтозом, значит, теми гельминтами, которые расположены в бронхах и легких. Дальше начинает развиваться воспалительный процесс. Вот. Дальше, соответственно, начинаются проблемы с альвеолами. Вот, и т.д. и т.п. Но надо убирать изначально, устранять причину. Дальше организм сам справится. Вот. Легкие у нас
так же как и печень, рассчитаны на очень большие нагрузки, очень большие нагрузки. Вот, и в состоянии самоочищаться. Это надо очень постараться, чтобы их угробить. Вот. Кстати говоря, вот эти вот все препараты, которые пшикалки, там дышать, они содержат нерастворяемые кристаллы, которые в конечном итоге точно так же забивают легкие и усугубляют ситуацию. Надо иметь в виду. Так. Стрим кислотно-щелочном балансе ответил, что зависит от паразита, который живет в человеке. Так, может, вы меня поняли не так. Еще раз. Кислотно-щелочной баланс определяется кишечником в организме. Это самый большой орган у нас. Соответственно, от работы микрофлоры, правильной работы микрофлоры, у вас будет зависеть вот это все хозяйство. Значит, если микрофлора работает у вас нормально, правильно, то все у вас в организме получается правильно. Если у вас начинают присутствовать глисты, которые мешают микрофлоре, вот, соответственно, у вас в любом случае из-за того, что дальше начинает развиваться трихомонада, будет все это хозяйство смещаться в кислую сторону. Вот. Все. Закислить организм или там, ну, защелочить, кстати говоря, можно его, но опять же только строго на то время, пока вы что-то там едите такое. Вот, как некоторые там, опять же, не весь организм, не весь организм. Вот. Поэтому приводите кишечник в порядок, и все будет нормально. Так. Тиосульфат натрия, насколько понимаю, он связывает не только тяжелые металлы, но и йод. Если я прав, расскажите, пожалуйста, как пополнять его после тиосульфата. Значит, нет. Еще раз, смотрите. У нас... Вот у детей бывает такое представление о том, что живот это такой большой мешок, в который падает еда. Мы, значит, ее сюда, а оно, значит, туда падает, а потом там вываливается через соответствующую дырку. Значит, у большинства населения точно так же есть представление о кровотоке, где вот это вот все хозяйство болтается. Так вот, поймите, все, что нам требуется, все, что нам нужно, оно мгновенно тут же расхватывается, значит, теми органами, теми системами организма, там, что для чего предназначено, понимаете? Вот. Поэтому, если у вас ртуть будет в организме, да, болтаться, вот, пытаясь куда-то присоединиться, и в конечном итоге оно присоединится, и присоединится в конечном итоге оно в мозге, вот, как там максимальная электрическая активность у нас, вот, то, соответственно, пока оно туда не ушло, там не присоединилось, можно взять, вколоть тиосульфат натрия, вколоть, опять же, внутривенно, внутриартериально, лучше внутриартериально, если отравился там тяжелыми металлами. И тогда все это хозяйство свяжет, выведет и так далее. Йод, который у вас попадает, он практически мгновенно забирается щитовидной железой. Через нее весь кровоток, по-моему, в течение 10 минут проходит. Вот. Могу, конечно, ошибаться, но порядок цифр такой. Вот. Не за полчаса, там всего несколько минут весь кровоток проходит через щитовидную железу. Йод используется в первую очередь в ней. Вот. Поэтому тиосульфат натрия этот самый йод не связывает и не выводит. Особенно если вы его принимаете разведенным с водой и пьете. Он там вообще из кишечника практически никуда не всасывается. Сидя в кишечнике, он банально у вас выкачивает токсины из кровотока. То есть он усиливает вот это вот то, что обычно кишечник делает. У нас все на осмосе.
держится на процессах осмоса. Просто-напросто. Просачивание и так далее. Чем чище кишечник, тем эффективнее туда сбрасываются токсины. Если кишечник забит и все это хозяйство не выводится естественным образом, то токсины будут всасываться обратно. Понимаете? Где выше концентрация токсинов, туда все это хозяйство и пойдет. Где меньше концентрация токсинов, вот туда все это хозяйство пойдет. Это перетекание обычное, стандартное, это чтобы было понятно. Вот вы берете емкость какую-то, да, наполняете ее пресной водой. Потом вы берете мешок из брезента, наливаете туда солевой рассол. Вот, и помещаете этот мешок вот в эту пресную воду. Что у вас произойдет? У вас соленость воды в этих двух емкостях начнет выравниваться. В брезентовом мешке падать, соответственно, в емкости с пресной водой расти. И все это хозяйство будет происходить, пока полностью не выровняется. Понимаете? Вот это везде в организме так. Это, например, если мы берем клетка и венозный кровоток. Поэтому там нет давления в венозном кровотоке, чтобы все это хозяйство спокойненько уходило. Это, например, у нас точно так же венозный кровоток и кишечник. Понимаете? Вот. Вот таким вот образом это все хозяйство работает. То. В первую очередь. Так. Поэтому восполнять после тиосульфата натрия йод не нужно, не обязательно. Так. Так. Как убрать горб? Холка. Это в смысле там отложение солей, что называется, и так далее. Ну, во-первых, массаж. Во-вторых, значит, воды больше пить. Опять же, если что-то где-то откладывается, значит, это откладывается обычно то, что куда-то не выводится. А если оно не выводится, значит, транспорта не хватает. Это все просто. Так, почему полезна барокамера? Не знаю. Ее не всем назначают, собственно. Обычно там, где плохая проницаемость кислорода. Так, парциальное давление поднимают. Так, приветствую. Помогает ли масло у семьи при облысении? Не знаю. Честно. С облысением, ребят, это сложно. Пока, есть витаминный комплекс, который, скажем так, на женщин действует таким образом, что волосы, говорят, даже местами седина пропадает, волосы становятся лучше, гуще, там лучше растут и так далее. Вот. Но на мужиков все это хозяйство почему-то не действует. Не знаю почему. То ли умный волос покидает дурную голову, то ли дурной волос покидает умную голову. Не знаю. Так, подскажите, пью витамины, которые обсуждали с вами. Угу. В аннотации указано, что если есть проблемы с щитовидной железой, необходимо проконсультироваться с врачом. У меня железа удалена, как мне быть? Там йод содержится. Вот именно поэтому отправляют, значит, к медикам. Но йод вам нужен в любом случае. Так что без этого никак. Все нормально. Единственное, что отслеживаете, да, гормоны. Вот и все. Так, Василий Андреевич, подскажите, последние полгода к вечеру чувствуется усталость, тянет в сон. Так, а возраст какой? Меня тоже, вы знаете, вечером уже, раньше, утром встал, вот, и только следующим утром почувствовал легкую сонливость и необходимость поспать. А сейчас, утром встаю, ощущение такое, как будто всю ночь пил, курил, гулял, и, собственно, и выгляжу так же, да? А вечером опять тянет спать. Блин, что-то страшное происходит. Так, либо хроническая усталость, если серьезно, вот, попробуйте все-таки
попринимать мелатонин, но, в принципе, он продается сейчас в аптеках. Единственное, по 3 миллиграмма он продается. Вы его делите так, чтобы было где-то около 1 миллиграмма. Я обычно делю эти таблетки на 4 части. Вот. И если что, мне хватает выше крыши. Вот этой вот четвертинки, меньше миллиграмма. Немножко он вам поможет. Максимальный срок приема, ну, где-то месяц. Вот, где-то месяц. Чтобы что-то скорректировать, недели, 1-2 недели. Вот, как-то так. Так, да, послушать можно. Пока просто послушаю. Что слушать-то? Есть у меня сайт. Идите туда, читайте, там все написано. Так, в принципе, от тиосульфата и трав по дегельминтизации микрофлора может портиться? Нет. От тиосульфата и трав для дегельминтизации микрофлора не портится. Там трава это тот же самый салат фактически. Вот. Тиосульфат единственное, что создает вам сернистую атмосферу в кишечнике. Вот. Не азотную, а сернистую. То есть, по большому счету, как будто вы капустой объелись. Так, дыхание побутейка надо задерживать и так далее. Диетологи говорят, в газированных напитках углекислый газ вреден. Так, ребят, еще раз. В газированных напитках вреден сахар. Значит, вот эта вот газированность, она раздражает желудок, из-за чего желудок норовит от этого хозяйства избавиться быстрее, сбрасывать в кишечник. В результате чего, значит, у вас все это хозяйство бодренько начинает тут же всасываться. Вот, весь этот сахар начинает всасываться и так далее. У вас все это начинает активно всасываться, вся эта гадость. Вот это вредно, да. А если вы, скажем так, пьете какую-нибудь минеральную воду, простая столовая, без сахара, минеральная вода с газом, ничего там такого не будет. Она для того и назначается, чтобы желудок активно работал. Вот. Газировка назначается, ну, естественно, не сладкая, например, тем, у кого синдром ленивого желудка, к примеру. Все. Так что диетологи что-то, видимо, не понимают, или вы их неправильно поняли. Так. Расскажите о такой ныне популярной вещи, как воздержание. Польза, вред. Так. Знаете, я человек, конечно, не религиозный, вот, но когда происходило творение Богом на земле, да, было сказано, что плодиться и размножаться всем живым существам. Вот. Человека потом к ним же отнесли, когда выпнули из рая к чертовой матери. Вот. Поэтому, раз у человека есть вот эта вот функция, значит, надо ею пользоваться. Вопрос второй, как часто, как активно. Значит, у нас есть определенные люди, которые принимают обет безбрачия, вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, собственно, да, они у нас гениальные математики. Вот. Но, на удивление, оба они являются иудеями. Вот. Или просто евреями. Поэтому в отношении евреев воздержание, могу сказать, работает. В отношении остальных что-то таких вот данных пока не имею. Вот. Так. После эрозии шейки матки появился узел миомы. Что делать? Лечиться. Что делать-то? Лечиться.
Так, я понял, да, что воздержание половое, да. Значит, еще раз, смысла в этом нет никакого. Кроме всего прочего, смотрите, если вы, значит, не с вообще с определенного возраста, да, у мужчины, если, значит, функция размножения не востребована, вот, то у него начинает происходить одна простая такая вещь. Примерно раз в месяц, ну, периодичность от раз в месяц до раз в 3 месяца, у него происходят ночные полюции, когда он видит, значит, достаточно яркие эротические сны, вот, и у него происходит эякуляция. Все. Что вы с этим делать будете? Вот. Причем здесь воздержание? То есть смысла в нем нет. Никакого. Так. Купила настойку черного ореха на очищенном керосине. Так, в инструкции указано, что для лечения от паразитов можно применять внутрь по каплям в месяц. Сопоставимость вреда и пользы. Ну, во-первых, гудрон обычный, строительный, без битума, он значительно полезнее, значит, чем керосин. Раз. Черный орех можно настаивать, соответственно, и на других вещах. Его можно вообще ни на чем не настаивать. Есть вот прям так, молотый там порошком и так далее. Можно настаивать на спирту. Можно настаивать на масле, значит, если вам не хочется его в сухую. Как угодно, главное, чтобы внутрь. Работает он в первую очередь в кишечнике. Значит, углеводороды, а керосин это углеводород, у нас являются всего лишь антиоксидантами той или иной эффективности действия. Все. То есть они в состоянии связывать излишний активный кислород. Вот. То, что называется свободными радикалами. Но еще раз говорю, поэтому гудрон, например, работает значительно лучше, особенно при геморрое. Вот. Когда-то кто-то, значит, только исходя из того, что керосин продавался в аптеках, вот, ну, в аптеках у нас вообще много чего продавалось, у нас там морфий продавался в аптеках, у нас там героин, кокаин продавался в аптеках, вот. Ну, что делать, вот у нас медицина такая странная, зигзагами ходит. Так. Да, в СССР на Урале в школе детям давали антиструмин. Блин, не помню такого. Честно. Так, после 50 я перестал мерзнуть. Это нормально? Ну, смотрите, я, например, перестал мерзнуть где-то после 35-30... Нет, наврал. Где-то после 38. Вот. Связываю с тем, что все-таки начал воды пить нормально, значительно больше. Да. Это нормально. Так. Чего это у нас? Вопросы кончились? Так, админ, пиши в Viber. Вот. Сегодня, ребят, у нас стрим будет, ну, где-то часик, наверное. Где-то, может, чуть-чуть побольше. Потому что в прошлый раз у меня телефон, блин, не выдержал, сел, а мне сегодня еще консультацию проводить. Так. Расскажите про кетоны, польза, вред, как влияют на организм. Есть такое масло кокосовое, можно ли применять, на вкус приятное, так. Расскажите о вещи. Смотрите, про кетоны, ну, кетоновые тела. Значит, Дмитрий, вот непосредственно касательно вас. Избыток кетоновых тел приводит к тому, что сердце начинает, что называется, жрать, зажирается. Вот.
От радости в забу дыхание сперло и понеслось. Понимаете? Всего-навсего. Вот. Ни польза, ни вред. Просто вот такое вот явление. И, собственно, все. Так. Масло кокосовое. Блин. Ну, да, есть. А зачем? У нас есть подсолнечное, у нас есть сливочное, у нас есть, в конце концов, оливковое. Вот. В первую очередь возникает вопрос, особенно сейчас, насколько оно настоящее. Вот, как-то так. Так, расскажите о ВИЧ. А что о нем рассказывать-то? Еще раз, я уже говорил на эту тему, у меня видео есть. У нас есть две группы медиков, значит, которые бодаются между собой. Одни заявляют, что вирус ВИЧ они выделяли. Таких заявлений, по-моему, всего 3 было. Вот. Но мало, значит, в смысле, как выделили? То есть взяли организм больной, нашли, сказали, вот это именно сволочь, значит, вот это хозяйство вызывает. Вот. Там не то, чтобы его сфотографировать, да, но желательно увидеть его там в микроскоп и так далее. Но для того, чтобы это хозяйство подтвердить, требуется вот эту заразу взять, там, с тканями, еще как-то, вот, поместить в питательную среду, вырастить, потом, значит, взять, опять же, поместить в другой организм, там, мышки, обезьянки здоровые, и посмотреть, что с ними произойдет. Все, заболело, получили, значит, ВИЧ. Ага, значит, это именно вот эта сволочь, значит, все, да, мы ее выделили. Выделение, поэтому вот вторая группа врачей говорит, нет, ребята, вы ни хрена не выделили, вы кого-то видели, кто там паразитировал, но вы не смогли этим хозяйством вот взять, поместить в питательную среду, вырастить именно его, всех остальных грохнуть, а потом вот этим вот заразить, значит, там другой организм. И вот эти вот, понимаете, одни говорят, нет, мы его видели, грубо говоря, бьют себя пяткой в грудь. Другие говорят, ну мало его видеть, надо, значит, его выделить и им же заразить кого-то еще, чтобы было подтверждение, что это именно эта сволочь вызывает именно эти последствия. Вот. Вот эти вот две группы ученых между собой, это основные группы, они между собой бодаются. Вот. Все. Естественно, под это хозяйство уже подтянули политику, экономику. Уже, значит, на этом хозяйстве кто-то делает хорошие деньги и так далее и тому подобное. Соответственно, идут манипуляции различные, в том числе различными специалистами. Точно так же в среде медиков одни говорят, что да, блин, ВИЧ есть, вот и так далее. Другие говорят, что, значит, это все чушь, бред и ересь, и на самом деле ВИЧ, он не существует, вот, и так далее. У меня недостаточно квалификации в этих вопросах, чтобы их, например, рассудить просто-напросто. Вот. Поэтому все, остается только следить за этим всем хозяйством. Но интересно, да. Так, дальше. Чем лечить воспаление? Так, чем лечить воспаление? Антибиотики, свечи не помогают. Ну, значит, антибиотики не те. Вот. Опять же, где это все находится? Что именно? Если уж свечи, то... Еще раз говорю, сложно делать аборт по телефону. Вот. Вы бы на консультации рассказали подробно, что у вас происходит. Вот тогда у меня будет, скажем так, над чем подумать и что предложить. А так, ну, достаточно сложно. Так, метод оздоровления заземление. Так, сейчас, секунду. Убежал куда-то. Ага. Так, вот, по порядку все-таки. Есть ли несовместимые специи? Ни разу не слышал.
сколько использую разнообразные специи, в принципе, все совмещается. Так. Дальше. Не навредит ли ежедневное употребление каенского перца чайная ложка со стаканом воды утром натощак? Блин, я же говорю, без, ребята, фанатизма. Без фанатизма. Так, пишут о вреде посленовых при артрите. Блин, вот у нас вред посленовых, да. Если вы возьмете помидоры, то стебель, листья там ядовитые, а плоды вы как-то едите и все нормально. Так ведь? Картошка, опять же, вроде как посленовая, но ее нежелательно, потому что крахмала много. Вот. Крахмал мешает выведению токсинов. А артрит это в первую очередь токсины. Артрит это у нас в первую очередь молочная кислота, которую продуцирует трихомонада. Вот. И, соответственно, лечиться надо от трихомоноза. Таким вот образом. По чайной ложке перец, конечно, не навредит, но иногда у некоторых в какой-то момент организм говорит, так, хорош. Вот. Человек переходит на меньшие дозы, и ему, в принципе, все нормально. Либо человек перчит еду. Но, если что, у нас, вон, целый, как говорят, миллиард, полтора уже почти китайцев, которые едят перченую еду, вот, что-то как-то они от этого не загибаются. Да. Ну и опять же, перец все-таки лучше в обед и ужин, перед обедом, перед ужином. Вот. По половине чайной ложки, в принципе, достаточно. Таким вот образом. Так. Метод оздоровления, заземление. Ой, господи. Да, маркетинг вам еще не то придумает. Обоснование я примерно понимаю, какое там. Вот. Много синтетики там и так далее. Вы электризуетесь. Ну, шелк с эбонитом у нас все то же самое дают. Да? Вот. Шерсть с чем-то там еще, блин, не помню уже, с пластмассой. Точно так же дают. Вот. Шерсть сама по себе даже неплохо дает, электризуется. Ну, и вы кран открыли, руки под воду сунули. Это фактически заземление. Чего не так-то? Под душ встали, значит, заземлились по полной программе. Ну, потому что все это хозяйство, вода у нас проводник, электричество, так ведь? Вот, и все это хозяйство, трубы у нас где? В земле. И вода в конечном итоге у нас куда уходит? Какой-нибудь водоемчик после очистных сооружений. Ну. Ой, да-да, а так просто не маты. Да-да-да, конечно. Можно еще в землю закопаться. Так. Да, в детстве гудрон со стройки жевали. Кстати говоря, беременные очень часто хотят гудрон. Вот. Но сейчас, к сожалению, гудрону практически не найти. А вот беременным-то он и нужен, потому что излишки свободных радикалов вывести, например. Так. Лео Бакерия рекомендует пить газированную воду чистую каждый день с утра. Вот я бы рекомендовал газированную воду пить все-таки вечером через пару часов после ужина. Ну, чтобы все, что в желудке еще осталось, вот, ушло в кишечник, если там проблемы с желудком, желудок ленивый и так далее. А с утра-то смысл? С утра там и так, там и простой воды достаточно будет. Вот. Так, дальше. Как лечить плоскостопие? Блин, с детства. Только с детства. Только с детства профилактика. Понимаете, плоскостопие у нас на самом деле в первую очередь это такое же рудиментарное, как сказать, такой же рудимент, как у некоторых хвост или шерсть на лице. Вот.
у нас все-таки на Земле когда-то жили минимум 2 разных совершенно вида разумных существ. Одни жили в воде, были водоплавающие, были амфибиями фактически. Вот, а другие жили на суше. Я не знаю, то ли от скрещивания, значит, что-то там получилось, то ли еще что-то. Но, тем не менее, как-то вот так вот, да. У нас до сих пор, значит, у меня в учебнике биологии, например, в школьном учебнике биологии было нарисовано там эмбрион человека, да, зарисовки. И, значит, вот, тут он, значит, в виде головастика, тут он, значит, имеет перепонки между пальцами, хвост, как у лягушачьего головастика. Здесь у него хвоста уже нет. Здесь у него, значит, еще есть жаберные щели. Здесь у него, значит, уже формируются легкие. Вот, здесь он уже похож на человека и так далее. А на самом деле, значит, исследования проводили, и выяснилось, что до сих пор, значит, 2 вида людей еще существуют. И отличаются они как раз-таки в утробе. Одни проходят через вот эту вот нарисованную стадию, там с хвостом и жабрами, а другие изначально, с самого начала выглядят как человек, просто маленький. Все. Это надо иметь в виду. Об этом стараются не говорить, потому что тогда возникнет вопрос к историкам. Так, а где вот эти вот, которые были водоплавающие, да? А вообще, что у нас тут на Земле происходило? Вот. Так, дальше поехали. Как, есть ли шанс спасти тазобедренный сустав? Или операция неизбежна по замене? Как предотвратить износ, из-за чего он происходит? Вообще, это тема для консультации, по большому счету. Износ происходит из-за того, что у вас повышенное трение. Банально, из-за чего происходит износ в автомобиле? Масла не хватает. Масляный насос накрылся. Или в масле содержится абразив. Значит, здесь примерно то же самое. Идет нехватка синовиальной жидкости. Происходит механическое трение, износ. Раз. Это если говорить про хрящевую ткань. Значит, если говорить про непосредственно тело кости, там обычно происходит пережимание сосудов, которые подводят туда питательные вещества, и кость начинает разрушаться именно из-за нехватки питательных веществ. Вот. Но, в принципе, лечить можно. Надо смотреть, в какой стадии все это хозяйство находится, опять же, какие причины, вот, и так далее. Поэтому лучше на консультацию. Так, я ВИЧ положительный. Что мне все-таки делать? Иммунитет поднимать. Что делать? Поднимать иммунитет. В первую очередь. Избавляться от гельминтов. Вот. Проводить детоксикацию организма. Вот таким вот образом. Так, расскажите о полезности термальных лечебных источников. А чё это? А чё это я-то? Чё так сразу я? Я же не менеджер, значит, этих источников. Ничего я вам не расскажу про них. Так. Если болят суставы, причина только в нехватке кальция или ряд сопутствующих причин. Если болят суставы, то в первую очередь там повышенное количество молочной кислоты в синовиальной жидкости. Вот. Так, сейчас, господа, я посмотрю, что у меня здесь. Так, 62%, нормально еще. Еще работаем. Кальций здесь фактически ни при чем. Ни при чем. Так, секундочку, дайте-ка я чай заварил, а я его еще не брал. Вот. Час болтать это, блин. Ой. У нас нынче холодно, на улице похолодало, отопление еще не включили. Да, поэтому я тут немножко, значит, это самое, не совсем в рубашке, утеплился, да.
Хочется еще и валенки надеть. Так, поехали дальше. Какая пища полезнее? Вареная, жареная, тушеная? Нет. Понимаете, сырую забыли еще. А это смотря как приготовить. Есть сырая, которая полезная, а есть сырая, которая совсем не полезная, да? Значит, вареную можно ведь приготовить так, выварить все, там ничего не останется. Можно пожарить до угольков, и тоже толку-то в этом всем хозяйстве. Вот. Единственное, тушеную испортить сложно. Но там опять же, да. Вот. Да, тушеную испортить сложнее всего. Но некоторые умудряются. Вот. Поэтому полезна пища разнообразная. Там должно быть и то, и другое, и третье. Вот. И четвертое в том числе. Так, какие дрожжи полезные для организма? Вот так вот в лоб, да? Да по большому счету никакие. Проблема в том, что с одной стороны, да, живые дрожжи, хлебопекарные, которые, например, использовали в Советском Союзе, которые сейчас до сих пор еще продаются, такими вот брикетиками, упакованные, значит, и так далее. Вот. С одной стороны, да, они способствуют активному синтезу витаминов в кишечнике, минеральных веществ и так далее. С другой стороны, это должно быть достаточно краткосрочно, потому что все-таки они достаточно агрессивные, вот, и вся остальная микрофлора от них начинает страдать. Вот. Поэтому это все хозяйство, ну, неделю, ну, 2. Вот если тянет на них, да, там, все это хозяйство поесть. Раньше еще, значит, были пивные дрожжи нормальные. Вот. Только таким образом. То есть неделя, 2 максимум. И, собственно, все. Вот. Больше не надо. Это опять же к тому, что все есть лекарства, все есть у нас яд, дело в дозе. Так. Отечность ног. Отек ног. Отечность ног. Варикоз. Как лечиться? Отек ног, это говорит о том, что воды в организме категорически не хватает. Раз. Вот. Второе. Это говорит о том, что мало подвижности у человека. Вот. Варикоз, собственно, примерно от того же самого. Но варикоз долго лечится. Варикоз долго. Так, в принципе, рассказывал про это уже. Варикоз, это же любую картинку открываете, смотрите клапан. Понимаете, там банально вот лепестковый клапан, не лепестковый этот, по принципу ниппеля. Вот, туда пропускает, обратно не должен пропускать. Если это место, значит, соответственно, чем-то там залепленное уже, там, что называется, плохим холестерином, да, или отходами трихомонад, неважно, этот клапан начинает пропускать обратно. Все, вены начинают раздуваться банально от вот этого вот кровяного столба, водяного столба в конечном итоге, понимаете? Вот. Соответственно, все это хозяйство надо чистить, надо банально промывать. А промыть мы можем достаточно эффективно, быстро только артериальную систему, венозную сложно, потому что до венозной системы добраться только через клетку. Вот, только через клетку. Это долго, нудно и так далее. На тему заикания, знаете, есть такой замечательный фильм, называется «Король говорит». Не такой старый фильм, по-моему, английский. Вот. Там очень хорошо вот этот момент описан. Надо петь. Если проблема говорить, надо
петь. Поначалу там сам себе, в душе, например, да, вот. Я не знаю, хоть в церковном хоре, но надо петь. Вот. У человека проблема именно проговаривать слова. Петь проблем обычно нет ни у кого. Поют все. Исходите из этого. Вот. В конечном итоге, да, оно так и лечится. То есть человек начинает банально петь, в том числе он начинает пропевать те слова, которые хочет сказать. И так это постепенно уходит. Так, трахеиминоз как лечить? Не знаю, что за болячка такая у нас. От слова трахома или трахея. Не знаю. Так. Так. Была зимняя куртка на кнопках. Не задумываясь, надавливала на эти кнопки. Вышло так, что одна кнопка давила все время в одну точку на груди. Образовалась болевая точка. Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить? Ну, для начала гемиксид с лавандой попробуйте. Вот. В принципе, на сайте все это хозяйство есть. Есть отдельное видео про лавандовое масло. Есть отдельное видео про гемиксид. Есть про перелом, где говорится, как все это хозяйство смешивать. И там в том числе говорится, как это все хозяйство смешивать. По большому счету, опять же, есть инструкция к гемиксиду, где говорится добавлять воду, но только вместо воды берете эфирное лавандовое масло аптечное. Вот. Опять же, если у вас там не образовалось чего-то там похуже от постоянной травмы, но все равно должно пройти. Так, можно ли колоть тиосульфат натрия в воспаленные участки тела, открытая рана, порез, ушиб? Колоть в порез, в рану? Это как? Это зачем? Это смысл? Так, это не надо. Так, вопрос по подагре. Можно ли вылечить, если уже за 50? И в паре слов расскажите, что и как делать. В паре слов. Подагра – это болезнь нехватки воды. Все. Из-за нехватки воды у вас начинают накапливаться соли мочевой кислоты. В первую очередь, в самых таких плохо промываемых местах все это хозяйство начинает банально кристаллизоваться и вызывает механические повреждения. Поэтому сначала, да, так как советуют врачи, чтобы растворить вот, соли мочевой кислоты. И при этом всем большое количество воды. Большое количество воды. Все это дело надо промывать. Так. Биорезонанс на Алиэкспрессе. Ничего не скажу. Так, фтор в воде должен быть. Фтор для человека является ядом. Фтора в воде быть не должно. Соответственно, в пище фтора быть не должно. Фтор у нас очень мощно и активно конкурирует с йодом за всасываемость. Там, где есть фтор, там йод практически не всасывается. Понятно, да? Не должно быть фтора в воде. Чушь, бред и ересь это. По всем санпинам у нас есть допуск фтора. Там даже не миллиграмм на... Чего там? На литр. Какой миллиграмм на литр? Там значительно меньше... Вот, от 0 до значительно меньшей дозы, я сейчас не помню, но там что-то после запятой еще несколько нулей на литр-то. Вот. Поститься или голодать? Голодать.
Поститься это не доедать. Недоедание всегда вреднее. Так, можно ли восстановить зрение, не прибегая к хирургическому вмешательству? Если банально, как это, близорукость, дальнозоркость, отчасти, да. Делая вот эти упражнения, с которыми Жданов выступает, в принципе, есть некоторое улучшение. Вот, у вас улучшается аккомодация, собственно, и все. Вот. Но по моему опыту получается так, что максимум на пару диоптрий можно улучшить. Вот. Другой способ, говорят, еще с окуриванием глаз, вдыханием, значит, дыма, семян, дурман, травы, но это я еще не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. Байка ходит, что это помогает, вот. Но я еще не проверял, не испытывал. Так. Отдельное спасибо за видео про лавандовое масло. Шпарил пальцы сильно, залил лавандовым маслом. За 2 дня даже покраснение прошло, никаких пузырей не было. Да, пожалуйста. Вот так замечательно работает. Так. Ваше отношение к применению уксуса, вред или польза для организма? Уксус какой? Обычный, столовый, или яблочный, или еще как. Опять же, когда без фанатизма, почему, собственно, нет? Почему нет? С пельменями изумительно. Вот. Вопрос второй, что увлекаться этим хозяйством тоже особо как бы не нужно. Везде должен быть баланс, норма. А так? Так, спирулина. Спирулину я в свое время пробовал. Значит, никакого эффекта я от этого не получил. Когда перешел на жареное мясо, эффекта было значительно больше. Вот. Я не знаю, какие уж там индейцы на берегах этого озера жили, чем они питались или не питались, что им так помогала спирулина. Значит, но мне, например, не помогла. Сколько людей в конечном итоге не сталкивался, те, которые начинают ее применять, да-да-да, у меня там все хорошо, замечательно. Годик на это хозяйство потратился, рассказывает, блин, чушь, бред и ересь, ничего не помогает, ничего не работает, только деньги потратил. Ребят, еще раз, кто вам мешает нормально питаться? Понимаете, мясо купить, пожарить, это в любом случае получается, в конечном итоге, это получается дешевле курятины. Либо столько же. Не берите курицу, не берите колбасу, не берите колбасные изделия, которые сейчас непонятно из чего делают. Берите мясо. Оно, конечно, у нас тоже в последнее время идет какое ни попадя. Свинину-то сложно найти. Есть какое-то мясо похожее на свинину, которое потом начинает отдавать курятиной. Вот. А то и рыбой. Но тем не менее, у нас сейчас на рынке, конечно, встречается все подряд. У нас встречается кенгурятина, жирафятина, зебрятина. Значит, каких-то этих самых еще отстреливают в Африке достаточно активно антилоп. То есть антилопятина какая-то еще встречается. Вот. Не удивлюсь, если у нас еще и крокодилятину здесь продают. Вот. Совершенно не удивлюсь, потому что это редко в последнее время, там говядину купил, поставил вариться, и от нее запах как от говядины, там варится что-то, а запах совсем другой. И получается потом, смотришь, вроде говядина, но что-то волокна крупноватые, блин, и запах другой, и варится оно дольше, то есть, ну, жирафятина, скорее всего. Вот, через Израиль у нас к нам много чего идет, да. Особенно в связи с этими санкциями. Так. Поэтому все равно лучше мясо, чем курица. И лучше вот это вот, чем спирулина. Так. Почему альпинистам нельзя пить воду на восхождении? Якобы вспотеешь, замерзнешь.
и на тренировках не пить воду для выносливости. Правильно ли это? Значит так, рассказываю. Не потеет только мертвый. Это первое. В любом остальном случае человек все равно потеет. Альпинисты не пьют воду, начиная с определенной высоты из-за образования отека. Чтобы не было отека. Банально. Все. Отек легких и так далее. Но обычно они к этому моменту как раз таки подходят к той границе, когда образуется отек. Отек образуется в двух случаях. Когда человек переходит от нехватки воды к норме и наоборот. Вот всегда есть граничное состояние, он проходит через эту границу, когда у него образуется отек. Альпинисты, вы представьте, значит, вы лезете по скале, вы уже куда-то там залезли. У вас палатка висит на отвесной стене. Вы будете чего? Чаи распивать, чтобы чего? Чтобы потом так невзначай выйти из палатки и пописать туда вниз в ущелье? Скорее всего, наоборот, не будете. Будете воду употреблять по минимуму. Вот. Опять же, по минимуму будете эту воду употреблять, чтобы... меняем взгляды, где сидел, нигде не сидел. Значит, сажал. Это было. Да. То есть, это надо с собой топливо тащить, чтобы воду топить. Или воду тащить с собой. Зачем? Поэтому ограничение идет. Потом начинаются отеки, соответственно. На тренировках не пить воду для выносливости. Тоже давненько такого не слышал. Сейчас наоборот. Говорят, что воду надо пить просто постоянно, часто небольшими порциями, но пить. Потому что вот потом, если ты не пил и вдруг нахлебался, резко меняется концентрация электролита. Кровь у нас это электролит солевой. Меняется резко концентрация, соответственно, резко меняется состояние, в том числе идет ухудшение. Понятно, да? Если не пить во время тренировки, то почки угробить-то как нефиг делать. Так что пить надо. Так, после консультации у вас обратившийся проводит лечение по вашей рекомендации и под вашим контролем, или он в свободном плавании? Так, смотрите. Во-первых, я не врач, поэтому я никого не лечу. Лечить я не могу, в том числе с юридической точки зрения. Я исхожу из одной простой вещи. Организм у нас – это самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся система. В результате этого, если есть какие-то моменты, мешающие организму восстанавливаться, а он постоянно балансирует между восстановлением и разрушением. Вот. Если мы убираем то, что мешает организму, он у нас восстанавливается, сам регулируется и живет себе вполне нормально. Понятно, да? Всего-навсего. Соответственно, на консультации я объясняю, что надо делать, что надо есть, пить и так далее. И в разных случаях по-разному. Если вы покупаете рецепт, соответственно, вы имеете возможность несколько раз обратиться ко мне, чтобы уточнить какие-то моменты по этому рецепту. Вот. Собственно, все, но не каждый день, естественно. Не по совершенно каждой мелочи. Вот. Потому что голова-то у вас своя для чего? Я вам объяснил, как. Все, вперед. В принципе, рецепты составлены так, чтобы вопросов-то не возникало. Но, тем не менее, они составлены и так, чтобы вопросы возникали. Тогда это для меня работает как проверка, человек вообще внимательно читал или нет. Если он задает этот вопрос, значит, он нашел эту нестыковку. Значит, он внимательно все читал. Если он это хозяйство не читал внимательно, то есть ему важен не результат, ему важен процесс, по-другому строятся взаимоотношения с таким человеком. И так далее. Вот. Так,
В некоторых случаях и в свободном плавании, да, в том числе. Но обычно, еще раз, после консультации все мои данные человек уже знает, может написать, вот, обратиться, спросить. Я отвечаю обычно. Так, дальше. Методика по восстановлению зрения Марины Даниловой. Надо будет полюбопытствовать. Чего это? Так, два вопроса. Первое. Какие органы еще, кроме печени и легких, болят при восстановлении? Значит, те, которые содержат паренхиматозную ткань. Сразу отвечаю. Так, почему именно вобла, а не другая рыба? Вами выбрана для кальция, если разница вяленая или сушеная. Она не мной выбрана. Нет, конечно, мне очень лестно, что вы меня сравниваете там с Господом Богом или считаете, что я это Он. Вот, но на самом деле выбрана эта рыба, потому что она самая сухая. Там меньше всего жирности. Чем жирнее рыба, тем больше в ней фосфора. А фосфор, он только в небольших количествах способствует усвоению кальция. Если фосфора достаточно много, то кальций, наоборот, перестает всасываться. Понятно, да? То есть, если рыба жирная, то в таком случае кальций будет плохо усваиваться. Там будет много фосфора. Так. Вяленая, сушеная, да по большому счету там разницы нет, если с воблой. Самое главное, что она должна быть хорошо просоленная, чтобы там гельминтов не было. Да, хорошая вобла, соленая вобла. Так, от чего во время беременности анемия появляется? Гемоглобин 80, повышенные тромбоциты. Ну, там же иммунка начинает включаться достаточно активно и начинает колбасить всех подряд. То есть обостряются какие-то воспалительные процессы, например. Туда очень часто железо тратится достаточно активно. Вот. Поэтому для поддержания гемоглобина, например, это говядина, раз, тушеная лучше всего. Это печень говяжья, 2. Это сок гранатовый, но его лучше все-таки выжимать самостоятельно. Берете гранат, режете поперек и давите. Вот, лучше мужу поручить. Так, при переломе вертлужной впадины со смещением осколков вышел так. В инет на вас. По вашему совету принимаю воблу с кунжутом, пью йод, сажусь. Так, ага, мажусь, наверное, димексидом с лавандой. Очень хорошо. Осколки только надо совместить. Вот. Если они будут совмещены, тогда будет процесс идти. Если между костями существует определенное расстояние или они расположены неправильно, тогда сращивание обычно не происходит, не нарастает костная ткань. Понятно, да? Вот. Так. Ага, методика основана на методике Бейтса. Так это, скорее всего, Жданов то же самое рассказывает. Он, потому что методику Бейтса пересказывает. Так. Да, забыл поблагодарить. Не знаю, как лучше высказаться, но мелкие порезы по вашему рецепту посыпаю щедро каенским перцем. Рана затянулась на глазах. Часто еще бумагой режусь. Да, есть такая штука. На тему поблагодарить, ничего страшного, это еще не поздно. И как говорят в Одессе, лучше маленький доллар, чем большое спасибо. Особенно в нынешних условиях. Я ни на что не намекаю, если что, это анекдот. Так. Есть шанс, что за 1,5-2 месяца срастется. Есть шанс, что за месяц срастется. Так. Потому что было... Так, как минимум была одна дама, у которой 2 года не срасталось. Срослось. Вот. Была, значит... Был еще человек, у которого не срасталось больше года. Тоже срослось. Примерно за месяц. Так.
Полезно ли выпивать 50 грамм перед едой? Не особо. Вот. А зачем? А смысл? А цель? Так, время. 1,5 часа. Ну, так, посмотрим, что у нас тут со временем. Так, господа. 53%. Хорошо сегодня держит телефон-то, глядите-ка. Так. Ну, еще минут 15, наверное, да. Мне еще мозги надо сохранить. Сегодня еще консультация будет. Чем обеззараживать открытые раны лучше всего? Ну, в принципе, знаете, для разных случаев есть разные вещи. Для, например, достаточно большой ссадины очень хорошо подходит юдинол. Вот. Он очень хорошо обеззараживает, при этом не щипит. Вот. Особенно очень хорошо детям подходит. Он не щипит. Вот. А они у нас любят испытывать земное притяжение и асфальтно-прочность. Вот. Глубокие раны, порезы лучше всего промыть водой, потом использовать перец кайенский. Вот. Если кровотечение, то, опять же, надо смотреть. Если кровь достаточно медленно выделяется, медленно очень течет, то есть, если это у нас капилляры повреждены просто, ну, крови много в этом случае не вытечет, пусть немного протечет, промоет рану, сама продезинфицирует, после чего оно само и остановится. Опять же, туда можно засыпать перец, вот, и так далее. Самое основное не то, что рана чем-то заражена, это происходит очень редко на самом деле. Чаще всего образуется инфекция, начинает размножаться инфекция в ране, когда рана слишком плотно упакована. Значит, у нас все инфекции организм сжирает достаточно быстро и легко, если это аэробные инфекции. Если анаэробная инфекция, вот там начинаются нагноения вплоть до гангрены. Вот это хуже всего. Поэтому, если что-то у вас случилось, то максимум, что вы делаете, это края раны свели, значит, там что-нибудь засыпали. Вот, если это порез глубокий, свели, пластырем зафиксировали, все, собственно, этого абсолютно достаточно. Вот. И чтобы рана была открытой. Надо закрывать ее чем-то там, бинтовать плотно только в том случае, если у вас пыльный, грязный воздух, если вам приходится контактировать с грунтом, с чем-то еще, есть большой риск загрязнения и так далее. Понятно, да? Вот. Кровотечение как только прекратилось, соответственно, оставляете рану открытой. Она должна быть на воздухе. Заживление произойдет быстрее всего в этом случае. Если, как это часто очень делается, рану забинтовали, приходите к врачу, надо делать перевязку, отдираете, эту корочку, и у вас получается таким образом, что происходит заново травмирование и срастание начинается с нуля, с самого начала. Понятно, да? Вот. Чтобы этого не допустить, лучше всего вообще ничем не закрывать, не укрывать. Вот. Так. У Жданова жестоко, не всегда на пользу. Данилову хорошо посмотрю. Не знаю, что там жестокого. Там тоже везде говорится, что без фанатизма. Так. Гипотереоз поддерживаю. Угу. Гормоны в норме, настойки лопчатки белой на водке вместо эльтероксина. Без настойки поднимается обратно. Планирую беременность. Будет ли настойка на водке вредна ребенку? Будет.
Алкоголь, да, алкоголь ни в коем случае. Алкоголь ни в коем случае. Так, спасибо огромное. Так, хорошо, что мы еще есть. Да. Когда закончится наше поколение, ох, и интересно будет. У Данилова есть книга «Правда в онлайне». Найдем. Так. Спасибо за подробные ответы. Пожалуйста. Спасибо за ваш труд. Пожалуйста. Кстати, 500 рублей от кого-то пришло уже. Спасибо. Спасибо. Так, если вы встретите инопланетян, чего вы у них попросите? Ну, тут момент такой. На этом глобусе я уже, собственно, не то что везде бывал, а, скажем так и не нашел, куда бы переехать. Вот. Пусть расскажут о других планетах. Может, там есть куда. Вот. Так, Анна Д. Ну, поздравляю. Так, жду третьего. Не могу отказаться от натурального кофе. Раз в день пью чашку с молоком. Не вредно ли это? Лучше не с молоком, лучше с перцем, с корицей, с гвоздикой. Вот. Вот это да. Это будет лучше всего, в принципе. Вот. И если уж на то пошло, то кофе надо пить все-таки даже не с молоком, а со сливками, только с натуральными. Вот. Какой газ образуется при выращивании чайного гриба? Не знаю, не выращивал. Так, печень трески в консервах полезна? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Жирность там еще сохраняется. Вот. То есть тот самый рыбий жир, он там еще присутствует. Вот. Так, что у нас там со временем? Ну, в принципе, да. В принципе, будем уже завязывать с этим хозяйством, с этими безобразиями. Вот. В принципе, уже все. Так что, ребятки, еще раз, с чего я начал, тем, наверное, и закончу. Учите сами свой организм, изучайте, как он работает. Это вам пригодится. С учетом того, в какое, в общем, куда нас влекут наши правители, эти знания вам пригодятся очень и очень скоро. Вот. Еще раз говорю, из Йобурга сообщают, что нижние должности уже заняты нашими трудолюбивыми соотечественниками. Да, как их Делягин называет. Русские понимают плохо, зато на зарплату не жалуются. И дипломы, что характерно, у них у всех есть. Да. Вот таким вот образом. Один из ведущих кардиологов Екатеринбурга сегодня, значит, в разговоре сказал, что лет через 30 русских, говорит, там не останется. А судя по всему, и того раньше. Совсем. Вот. Совсем. Грустно. Грустно. Так, на консультациях рецепты достаточно простые, да, даю. Вот. Но могу эти рецепты и отправить покупать.
Еще раз, сливочное масло, оно 82,5% изначально. 72,5% это либо с большим добавлением воды, и смысл за воду переплачивать, то есть за объем, либо с добавлением, значит, искусственных жиров. Все. Настоящего сливочного 72% не будет. Как из восстановленного молока можно получить 82%, я тоже не представляю. Потому что это все-таки в первую очередь делается из сливок. Как их откуда, из чего восстановить? Сложно понять. Вот. Как вы быстро приходите в себя после стрима? Ну, вот смотрите. 1,5 часа мы здесь с вами, да? И после этого, значит, будет еще консультация. Тоже вполне возможно часа на 2. Вот. Быстро восстанавливаюсь. То есть после этого я в состоянии еще разговаривать, ходить, шутить, вот, о чем-то думать, принимать какие-то решения, садиться за руль и так далее. Вот, и так далее. Так, компьютерная томография, большая ли радиация? Нет, радиация небольшая. Не переживайте, делать можно. Так, можно ли Маклей вывести хотя бы часть паразитов? Можно. Можно. Все, господа. Всем спасибо, что пришли. Вот. Спасибо за поддержку. Спасибо за слова благодарности. Вот. Спасибо, что цените мой труд. Наверное, в следующий раз увидимся, ну, все-таки недельки через 2. Вот. Хотя, может, и через неделю. Будем посмотреть. Всем пока. Всем счастливо.